Иерусалим, Иерушалаим, Джерузалем, Аль-Кудс. У этого города 70 имен. И хотя площадь всего старого города, где расположены главные святыни трех авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама – чуть больше 1 квадратного километра, досконально знать его весь практически невозможно. В Иерусалим ведут 8 ворот, но самые узнаваемые для большинства гостей старого города, пожалуй, Явские. Через эти ворота на протяжении столетий в город входили миллионы паломников, туристов и всех тех, для кого Иерусалим является настоящим центром мира. Мы входим в священный город. История Иерусалима насчитывает более 3000 лет. Здесь, в этом городе, библейский царь Давид основал столицу древнего Израиля, а его сын Соломон воздвиг храм Всевышнего. Согласно христианской традиции, в Иерусалиме принял смерть на кресте и воскрес Иисус из Назарета. По камням мостовых города тяжело шагали римские легионы. Над его башнями развивались знамена рыцарских орденов. Беспощадные орды мамлюков и янычар сшибались у его стен в яростных атаках. Одно из волшебных свойств Иерусалима – это моментальный перенос во времени и пространстве, который происходит буквально на каждом шагу. Границы между кварталами старого города весьма условны, и, сделав буквально несколько шагов по армянскому кварталу, мы очутились в самом сердце еврейского. За свою долгую жизнь Иерусалим многократно был разрушен до основания, но вновь и вновь поднимался из руин. Особенной страницей истории города стал его захват иорданскими войсками в ходе Первой арабо-израильской войны 1948-49 годов, ставшей войной за независимость Израиля. После заключения перемирия в конце 1949 года старый город остался в руках иорданцев. В 1948 году, во время войны за независимость, здесь, на этой площади, иорданцы берут в плен последних оставшихся живых защитников еврейского квартала старого города и выгоняют все еврейское население. Однако происходит очередное чудо. И после 1967 года, после освобождения Иерусалима от иорданской оккупации, на улицах и площадях города снова звучат веселые детские голоса. Еврейский Иерусалим возрождается. Иорданский легион не просто изгоняет еврейское население, тысячелетиями жившее в старом городе, но и уничтожает почти все в еврейском квартале. Иорданцы стараются стереть память о живших здесь людях. Это была не первая попытка уничтожить еврейский Иерусалим. Во II веке нечто подобное пытались сотворить римляне. Но связь евреев с городом, память, передаваемую из поколения в поколение веками, уничтожить невозможно. Древний еврейский квартал был разрушен в 1949 году, после того, как сюда врывается иорданский легион и изгоняет всех его жителей. Но, как говорится, нет худа без добра. И когда в 1967-м израильские войска отбивают старый город у иорданцев, там, где были руины еврейского квартала, становится возможным проведение археологических раскопок. И перед глазами потрясенных археологов предстают останки древнего Иерусалима. Так, например, вот здесь была найдена крепостная стена 8 века до нашей эры. А здесь, под каждым из новых домов, построены специальные бетонные арки. Внизу сохраняются археологические находки, которые были сделаны тогда, в конце 60-х. Словно феникс, снова возникает из пепла древний еврейский квартал, населенный современными израильтянами. Сегодня в возрожденном еврейском квартале построены новые дома, восстановлены древние синагоги. Тысячи людей заполняют его узкие переулки и широкие площади. Но, как и сотни лет назад, самый многолюдный людской поток стремится к главной святыне Иерусалима – западной стене Храмовой горы. Западная стена Храмовой горы, или, как ее еще называют, Стена Плача. Наверное, нет в мире места более знаменитого, чем это. И невозможно исчислить то количество молитв, которое возносилось возле ее древних стен. Это место не только сердце еврейского Иерусалима. Это место не только сердце всей земли Израиля, но это сердце всего мира. Во всем мире люди стремятся приехать сюда, чтобы сказать слова благодарности Всевышнему, обратиться к Нему
и услышать его ответ. Видимо, были правы древние мудрецы, которые говорили: неважно, как ты относишься к Иерусалиму, главное, как он отнесся к тебе, как он тебя воспринял. Есть люди, которые выходят из старого города со страшной головной болью. Есть люди, которые выходят из него окрыленными. Ибо этот город настолько древен, настолько мудр, здесь возносилось так много молитв, здесь пролилось так много крови, что у него есть своя, неповторимая душа, душа Иерусалима.